Весна активно набирает обороты, дни становятся теплее, снег заметно уходит. Несколько недель ожидания той самой погоды, и я делаю выезд в избу. Еду по своей буранке, тяжело, местами с разгона. Передо мной один из подъемов, который я пытался взять, но не смог. Тогда я его просто-напросто объехал стороной, что нужно было сделать сразу. С каждым метром сердце бьется все чаще и чаще, ведь я переживал, все ли в порядке у избы, так как не был там долго, а медведи уже проснулись. Ого, вот это кабаны нарыли. Все перерыли. Добрался, друзья, наконец-то я дома. Всех приветствую, меня зовут Егор. Вы на канале Егор Копусов. Сегодня я снова в своей лесной избе. Все прошло нормально, сегодня я уже на другой технике. Добрался хорошо, хоть и местами было трудно, но в целом все неплохо прошло. Сегодня я буду находиться в этом лесном доме. Сегодня я немножко здесь поработаю. Будут у меня подготовительные работы к весне. Ну и в принципе на втором плане это отдохнуть. Погода у нас сегодня ужасная, очень сильный ветер, местами порывистый ветер. Всем приятного просмотра, друзья. Всех вас жду еще в телеграм-канале. Ссылочку я оставлю внизу под роликом. Обязательно подписывайтесь. Там можно следить жизнь за кадром, всякие разные мои идеи, приключения, ну и тому подобное. Всем приятного просмотра. Кстати говоря, починил подсветку. В прошлый раз я ее снял. Не горел участок длиной где-то 1 метр. Этот участок я отрезал и перепаял провод. Проблема была в том, что здесь провод он позеленел и все контакты отпали. Сейчас все сделал на скрутку, все привязал. И подсветочка сейчас будет работать. Эту подсветку я попозже обратно установлю здесь под козырек. В лесу, я бы сказал, не совсем так уютно. Но, друзья, я вас уверяю, сейчас мы растопим печку, чуть-чуть дадим здесь тепла, и у нас будет в избушке полный уют. Даже несмотря на то, что еще за окном у нас
идет вовсю весна. Еще снег лежит. В прошлый раз я начал заниматься проводкой, установил новую распредкоробку. Вместо 3 выключателей у меня теперь 6 выключателей. Я их все установил, осталось подключить, что не подключил, а это баня, это у меня беседка, это у меня осталось установить этот последний третий прожектор, а может быть не последний. И сейчас я хочу продолжить все делать, все подключить, чтобы уже в следующий раз на это не отвлекаться. Взял я весь инструмент, который мне надо, взял обжимку, взял гильзы, все, что мне сегодня будет необходимо. Сейчас, в принципе, да и пока заниматься-то нечем, думал еще сходить к пчелам, но погоды нет, поэтому буду заниматься электропроводкой. Заканчиваю электропроводкой и уже буду заниматься делами в избушке. Ну, я думаю, раз тут все у меня разобрано, неохота мне потом все это снова выкручивать, чтобы сюда подвести прожектор. Пожалуй, наверное, я сейчас это все сделаю. Подцеплю прожектор, а прожектор, наверное, пока так оставлю, потом подвесим. Снег этот сойдет, нужно будет прокопать, закопать провод и вот на липу прикрутить. Прожектор я соединил. Сейчас нужно будет его закрепить на дерево. Это будет последний шаг. Кстати говоря, маленько слукавил. Прожектор этот не как вот эти прожекторы 2.
Этот прожектор маленько послабже, всего 30 Вт. Он будет бить точечно, будет сюда направлен на стол. Все, теперь осталось вкрутить два самореза, отрегулировать, и можно пользоваться. Лестницу пока убирать не буду, стемнеет, его отрегулирую, если светить он не будет туда, куда надо. И, кстати, если уж совсем слабый этот прожектор будет, тогда мы его поменяем. В принципе, докупить, там поменять, перепрессовать провода, ничего трудного. Распред коробка готова, каждый тумблер подписан. У меня вот так получилось. Это подсветка синяя, это освещение, 3 прожектора. Это беседка, кстати, подключил провод. Теперь можно будет в майские праздники заниматься беседкой. Это беседка, это баня, это избушка. Но это общий тумблер. От общего тумблера, кстати, подключил еще розетку 2 штуки на всякий случай. Как-то вот так вот. Все, осталось запустить бензогенератор и ночью все еще раз проверить. Но я уже проверял, ну все же. И все сейчас красиво, никакие провода не торчат, все подходит в гофре. Все красиво, симпатично. Это нужно потом еще будет подцепить, купить скобы специально для таких гофр. И все. Ну и, конечно, когда снег сойдет, закопать вот этот провод. Погода сегодня вообще, ветер, макушки деревьев гнутся. Очень опасно, кстати, страшно. Мало ли дерево упадет. Чем теплее становится в избушке, тем больше мне охота спать. Я сейчас думаю, что печка еще подтопится посильнее и меня точно раскумарят. В избушке 22 градуса термометр показывает. Здесь 20 градусов. Прямо чувствую, все, я скоро лягу спать. Сегодня сделал дела, которые планировал, кстати, всю зиму. Осталось установить сюда освещение. И на этом, пожалуй, я думаю, все.
Еще осталось сделать в тамбуре освещение, но я думаю, когда сделаю здесь освещение, скручу вот этот светильник, этот светильник сделаю именно в синях. Сейчас буду делать опару, буду делать сегодня кулич. У нас завтра будет Пасха, как раз пока печка топится, угли подойдут и буду выпекать. Ингредиенты для кулича у меня будут яйца, дрожжи, сахар, сливки еще у меня сейчас подогреваются и масло сливочное. Ну и погода просто жестяк. Сперва был дождь, сейчас пошел дождь со снегом. Ветер все так и не прекращается. Зато в избушке очень тепло, прямо уютно. Если всю ночь будет такая погода, а именно дождь, я вообще прямо за радость. Это все барабанит по крыше. Это так приятно, это так умиротворяет, это расслабляет. Но в любом случае, с погодой мне повезло. Хоть даже пусть и не было бы этого дождя со снегом, с ветром тоже есть какая-то своя прелесть. Оставшееся тесто уберу в форму.
сами вываливаются. Вот такие, друзья, получились куличи сверху. Это я только засунул, маленько подгорели, снизу вот подрумянились. Какие-то снизу беленькие. Те, которые сильно поджарились, они ближе к углям были, а эти чуть подальше. Ох, ну и ароматы стоят. Куличей я, конечно, испек очень много. Всех поздравляю с Пасхой. Полностью пропекся кекс. Вкуснотень. Христос воскресе! Интересная погодка. Весна так активно начиналась. Сейчас какой-то тормоз. Идет снег. Вчера, когда готовил, и так подумал, а не сделать ли мне летнюю кухню, именно печь выложить небольшую, чтобы чисто противень мог туда залазить. И можно было бы потом готовить уже на улице. Летом, допустим, запечь ту же самую курицу уже в избушке не получится, иначе там сойдешь с ума от жары потом. А так на улице можно будет даже ее подтопить и там зажарить. Можно не только курицу жарить, что-нибудь готовить. Такую небольшую помпейскую печь, а-ля помпейскую печь. Было бы, конечно, интересно такую собрать, но думаю, как часто я буду в ней готовить. Обязательно напишите в комментариях, поделитесь опытом, мнением.
нужна ли она. Можно вот ее поставить около нашей печки-буржуйки, которая вот около стола стоит, туда сделать небольшую, совсем небольшую, сделать небольшой фундамент, выложить и печку. Вот так вот. Надо подумать еще тоже над этим. Так-то да, здорово. Летом растопил, запек, все что угодно, да даже тот же самый хлеб выпек. И тут же можно в беседочке посидеть. Ну и зимой, конечно, можно было топить. В общем, надо подумать. Я готов выезжать. Всех благодарю за просмотр. Друзья, всех вас жду в телеграм-канале. Будем с вами общаться там. Будем развивать идеи. Кстати говоря, обязательно зайдите и посоветуйте насчет кирпичной печки. Стоит, не стоит. Я как бы вроде бы и хочу, но понимаю, что может быть я и не так часто в ней буду готовить. Но так, вещь очень хорошая, вещь нужная. Обязательно поделитесь мыслями, если будет интересно, то глядишь и построим. Друзья, увидимся с вами в следующем ролике. Всем пока, заходите еще. До свидания, избушка. Перед выездом включаю музыку. Музыка у меня будет играть до следующего раза. Заряд 14 вольт на аккуме. Все, включаю и поехал.